Андрей Лебедев с детства жил в роскоши. Он считал, что деньги — это ключ ко всему. Для него люди вроде Светланы, скромные уборщицы, были просто фоном. Ради шутки и желания весело провести вечер он пригласил Светлану в дорогой ресторан в центре Санкт-Петербурга, намереваясь выставить ее посмешищем перед своими друзьями. Светлана, несмотря на внутренние сомнения, приняла приглашение, возможно, из желания хоть раз почувствовать себя частью мира, к которому она никогда не принадлежала. В ресторане ее ожидало унижение. Подруги Андрея насмехались над ее простым платьем, а сам Андрей в какой-то момент громко заявил, что официанты перепутали ее с новой сотрудницей. Зал разразился смехом, а Светлана едва сдерживала слезы. Но тут в зал вошел Олег Петрович, отец Андрея. Он случайно оказался в том же ресторане и стал свидетелем сцены. Взгляд его стал холодным. «Извинись, немедленно», — твердо сказал он сыну. Когда Андрей нехотя пробормотал извинения, отец повернулся к нему и добавил: «Завтра ты встанешь на место Светланы. Полгода ты будешь работать в нашем доме, как она, пока не научишься уважать труд других». На следующий день Андрей был вынужден мыть полы, чистить ванные комнаты и даже убирать туалеты. Сначала он пытался увильнуть, но за ним установили камеры. Его лень быстро вскрылась, и наказание ужесточилось. Светлана поначалу игнорировала его, но со временем начала замечать: Андрей стал меняться. Он стал вежливым, старался выполнять задания и даже однажды сказал: «Прости, я был неправ». Она не сразу поверила. Но однажды он сказал, что хочет помочь ее больной матери. Он поговорил с отцом, и вместе они оплатили лечение и обеспечили медикаменты. Светлана была тронута. Со временем между ними возникло доверие. Андрей признался, что влюбился. Светлана попросила время, не будучи уверенной, может ли поверить ему до конца. В завершение своего наказания Андрей пригласил ее на ужин, в тот самый ресторан. Он хотел, чтобы у нее остались новые теплые воспоминания. Все было организовано с заботой: цветы, музыка, внимание к мелочам. Светлана, тронутая его стараниями, впервые за долгое время улыбнулась по-настоящему. «Я не знаю, что будет дальше», — сказала она. «Но, возможно, мы можем попробовать начать заново». Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.